Всем привет! Продолжаю сборку RC краулера. В прошлой серии сделал тестовую пластиковую раму, а в этой серии попробую выклеить ее из карбона. И на самом деле сейчас пишу текст и пока сам не знаю, получится ли. Вообще, впервые работаю с эпоксидкой и карбоном. Были моменты, когда все шло не по плану. Отсутствие опыта, респиратор и ограниченное время – все это немного давило. Но как я с этим справился, покажу по ходу видео. Начал с подготовительных работ, с уверенностью, что заранее все почитал и всего хватает, осталось только нарезать и склеить. Итоговая длина лонжерона вышла примерно 41 см. И тут понимаю, карбона у меня либо впритык, либо уже не хватает. Пришлось оставить запас всего по сантиметру, похоже изначально считал под другую форму. Размечаю, клею малярную ленту, резать решил канцелярским ножом, по моим ощущениям так должно быть проще. В целом да, режется нормально, но лучше делать несколько проходов. Но по краям нитки режутся плохо, там ножницы удобнее. Пока нарезаю, расскажу, как считал толщину. Изначально хотел набрать около 4 мм, но по факту выходит где-то 3 с небольшим. Тканый карбон, который у меня есть, дает примерно 0,2 мм на слой, однонаправленный чуть больше, плюс добавлю стеклоткань, чтобы конструкция была менее хрупкой. И кстати, режется все гораздо проще, чем ожидал. Тканого карбона вышло 7 слоев. Можно добавить еще пару, но тогда придется убрать запас по краям. С однонаправленным оказалось сложнее, он толще и волокна убегают. В итоге все-таки пришлось дорезать ножницами. После обновления лезвия стало проще, но ножницы после карбона скорее всего отправятся в мусор. Если есть кто работает с карбоном, пишите советы. У меня только сложилось базовое понимание, и хотелось бы в будущем знать хотя бы как делать не надо. Тем временем карбон нарезан, и толщина вроде бы нормальная, но если бы хотя бы еще было 4 слоя, я был бы спокойнее. Теперь стеклоткань. На картинке выглядело, что это хорошая жирная плетеная стеклоткань, но по факту она очень тонкая. Возникли сомнения, а не синтетика ли это? Поэтому тест на огонь. Хотя бы успокоился, что это стекло. Режу с запасом по длине, ножницами режется отлично. Получилось 20 слоев, это примерно 1 мм, и уже складывается четкое понимание, что я с ней намучаюсь. Но как будто бы оно того стоит. Когда она приехала, я вообще решил, что меня обманули. Но перечитал описание, и там было сказано, что она для RC моделей, и я решил, что для моего проекта сойдет. Перед основной выклейкой делаю тест. Я ведь не знаю, жива ли смола, как быстро застывает и застывает ли вообще. Плюс хочу понять прочность.
С маляркой было удобно резать, а вот отклеивать ее это каторга. Специально оставил кусочек без клеек. Время клеить тест. Клеить буду в помещении, поэтому, чтобы не надышаться парами, приготовил респиратор. Нашел дощечку, которая послужит рабочей поверхностью. Ну и куда же без пищевой пленки. Замешиваю 20 грамм. Для теста, думаю, этого будет предостаточно. Смола не совсем подходящая для карбона, на банке написано ВДС-3, и купил ее примерно год назад. Забыл про перчатки. Немного волнительное чувство. Не хотелось бы понять, что все напрасно и надо покупать заводскую раму. Тщательно все смешал. Специально не буду потом переливать в другую емкость. Хочу на личном примере проверить заявление, что как бы ты ни смешивал, на стенках все равно остается несмешанная эпоксидка. Начинаю пропитывать. Смола впитывается нормально, что в целом хороший знак. Слои укладываю крест-накрест, между ними стеклоткань. Хотелось бы проверить без стеклоткани, но у меня больше не осталось обрезков. Готово. Для тестов должно хватить. Накрываю пищевой пленкой и под пресс. Буквально прижму тем, что было под рукой. Хочу специально проверить, что будет, если между слоями потенциально остается много эпоксидки. Прошли сутки. Выклейка была на улице, а на улице было примерно плюс 5 градусов, и похоже полимеризация почти остановилась. Перенес в тепло, чтобы ускорить процесс. Прошли еще сутки. В тепле полимеризация пошла заметно быстрее. Кстати, и правда, по-хорошему надо использовать две емкости. В стаканчике осталась неперемешанная эпоксидка и есть несколько мест, где палец прилипает. Теперь к тесту. Уже после выклейки я задумался, а не склеивает ли эпоксидка пищевую пленку. И к моему счастью не склеивает. Тестовая заготовка на первый взгляд выглядит неплохо. Для удобства уберу канцелярским ножом края. С трудом, но режется. А там, где толщина побольше, резать уже не получается, а скорее рубить. Неожиданно крепко. Неожиданно, по крайней мере для меня. Для человека, который до этого самодельный карбон в руках не держал. Заодно и наждачкой прошелся посмотреть, как вообще обрабатывается. Как итог, обрабатывать надо в перчатках. Пыль мало того, что вредная, так еще все пачкает. Вообще удивительно, толщина около миллиметра, а руками сломать не получается, но на кручение гнется очень легко, хотя слои укладывал крест-накрест и армировал стеклотканью.
Тестов с цифрами не делаю, мне достаточно понять поведение материалов. Вывод: работать можно, но есть нюансы. Прошло несколько дней, собираюсь сделать основную выклейку. По расчетам должно хватить 280 грамм смолы, и это будет с большим запасом. Насколько я понял, эпоксидки нужно столько, как и вяз карбона. А карбон из стеклоткани получилось 250 грамм. А эпоксидка у меня, оказывается, начала портиться. В банке болтается какой-то комок. Странно, я думал, пока отвердитель туда не попадает, с ней ничего не происходит. Тем более все было запечатано. Хватило прям впритык. Отвердитель какого-то странного цвета. Странно, вроде бы эпоксидка литьевая, а отвердитель желтый. Не очень понимаю производителя. Единственный плюс в том, что четко видно, когда это все смешалось. Смола замешана, и тут я понял свою первую ошибку. Отклеивать малярный скотч надо было заранее. Теперь это делать крайне неудобно. Все липкое, волокна тянутся и поджимает время. С трудом, но отклеивается. Хорошо, что у меня не ламинирование, а то бы я бы уже на этом моменте все испортил. Хотя если брать с хорошим запасом и не отклеивать малярную ленту, то она наоборот защитит рисунок от перекашивания. Работа идет хуже, чем на тесте. Вроде бы все то же самое, тот же самый алгоритм, но больше волнений и раздражающая малярная лента. Из-за этого я начал постепенно раздражаться и терять концентрацию. А это была еще большая ошибка, чем забыть отклеить малярную ленту. И вот к чему приводит спешка. Все потеряно, эпоксидка разлита, стол обмазан, запас карбона по краям отклеился вместе с малярной лентой, длины и ширины может не хватить на заготовки. Взял себя в руки. Собрал смолу обратно в стакан, она немного стала вязкой и не успела растечься. А это как и плюс, так и факт того, что мне нужно торопиться. Плюс отвердителя было залито больше, чем нужно, поэтому время жизни смолы гораздо меньше, чем на тесте. Продолжил набирать слои, правда еще не до конца успокоился и местами слышно, как я гневно выдыхаю. Руки стали липкими, работать сложнее, отклеивать малярку стало еще менее приятно. Специально на этом заостряю внимание, чтобы попытаться передать, сколько неудобств она мне доставила. Вот он, виновник перевернутого стакана. Вспоминаются те мысли, что может быть ее вообще не использовать, но без нее бы выклейка получилась бы 2 мм, а это никуда не годится. Финальный слой, который бы желательно разместить максимально ровно. И эпоксидки хватило, даже учитывая, что часть осталась разлитой на столе. Надо было весь его закутать пищевой пленкой. Я его хотел покрыть морилкой и залачить, но теперь точно нужно думать что-то другое.
И тут тот самый закон подлости. Только на последнем кусочке малярной ленты я понял, что лучше всего его отклеивать, когда уже карбон пропитан. Тогда слои не тянутся, и он отклеивается гораздо легче. Такой бардак остался на столе. Вроде бы ничего страшного, но эти пятна уже никуда не деть, только вышлифовывать. Стянул струбцинами, пока не затвердело, побудет на улице, потом обмотаю в пакет и занесу в дом. Надеюсь, таким образом не будет попахивать этим ядовитым запахом. Прошло примерно 1,5 дня, по ощущениям все готово, можно смотреть. Есть легкое волнение, пока сам не представляю, что там. И уже почти. Ну, на первый взгляд неплохо. Я бы сказал даже отлично, учитывая, что это мой первый опыт. По краям получилось 2,7 мм, но это часть, которая точно тоньше и уйдет в мусор, а ближе к центру будет примерно 3 мм. Время выпиливать. Для этого распечатал шаблоны. Сначала уберу края, которые, во-первых, мешают, а во-вторых, колкие. Выпиливать гораздо сложнее, чем казалось. Ножовка вязнет, если пилить быстро, а если медленно, то ее не протолкнуть. И у меня нет тисков, держать и пилить одновременно неудобно. Теперь разрежу на 2 части, чтобы остальное убрать по кусочкам. Думаю, если бы у меня был лобзик, то пилить было бы заметно приятнее, но вынужден страдать. Дремелем оказалось резать почти бессмысленно, он постоянно вязнет, но середину пропилить могу только им. Наконец-то их разъединил. Примерно час уже пилю. Теперь кропотливая работа по вырезанию формы по кусочкам. Покажу только часть, потому что работа однообразная и занимает очень много времени. Вот такие заготовки у меня получились. Обработанные и с нужными отверстиями покажу в следующей серии. Спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Да, это была тяжелая серия.